Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И если вы на этом канале в первый раз, добро пожаловать в нашу дружную компанию. А если вы уже смотрели мои видео, то я рада видеть вас снова. Сегодня мы будем разбирать одну очень непростую тему. Есть одна большая сложность у многих людей, кто изучает иностранный язык. Кто изучает иностранный язык, у них есть эта проблема. Люди часто говорят короткими предложениями, и мы с вами будем сегодня тренироваться говорить длинными, большими, понятными, детальными, очень подробными предложениями. Мы возьмем такое короткое, простое предложение. Школьник всю ночь готовился к экзамену. И за 10 шагов оно станет вот таким большим. Ну что, вы готовы? Я готова. Давайте начнем. Давайте узнаем эту историю. Итак, первый уровень, самый простой уровень. Школьник всю ночь готовился к экзамену. Итак, у нас есть герой, школьник, мальчик. Он учится в школе, и он готовился к экзамену. У него будет экзамен. И всю ночь он не спал. Всю ночь он готовился к экзамену. Уровень 2. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к экзамену. Это очень красивое выражение, очень красивая фраза. Не смыкая глаз. То есть смыкать — это закрывать. И всю ночь он не закрывал глаз, он не закрывал глаза, не спал. Не смыкая — это у нас деепричастие. Вы знаете эту часть речи, деепричастие? Это уже серьезный уровень. И уровень 3. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике. У нас сейчас появляется больше деталей. По математике. Что нам здесь нужно знать? Предлог «по». Предлог «по» нужен, чтобы говорить о темах, о каких-то широких темах. Например, по математике. И поэтому здесь у нас экзамен по математике. И это дательный падеж. Какой еще может быть экзамен? Ну, например, экзамен по русскому языку, экзамен по музыке, по геометрии, по физике и так далее. Что такое выпускной? Экзамен какой? Выпускной. Значит, у нас есть такой глагол «выпускать». Выпускать — похожий синоним «отпускать». Два разных префикса. Выпускать, отпускать. Кто-то был внутри, а потом ему разрешают идти. Его отпускают, его выпускают. Можно выпустить из школы, из тюрьмы. Можно выпустить детей гулять. Дети сидели дома, и вы говорите: ну все, я отпускаю вас, вы можете идти гулять. Все. И выпускной экзамен — это финальный экзамен, итоговый экзамен, то есть самый последний, самый важный. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике. Что будет дальше? Школьник всю ночь, не смыкая глаз, вы можете повторять вместе со мной. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в лучший вуз страны. Вот посмотрите, слово «вуз». Это аббревиатура. ВУЗ — это высшее учебное заведение. Вам понятен мой почерк? Понятно, как я пишу, или не очень? Это высшее учебное заведение. И что это может быть? Это университет, это институт, это академия, это высшее образование. Высшее образование. И этот мальчик, школьник,
Он сейчас в выпускном классе, у него финальный экзамен, и он хочет стать студентом в лучшем вузе страны, в самом-самом. Ну и, конечно, мечтает о чем? Он мечтает об этом университете, об этом вузе. Мечтать, мечты — это то, чего мы очень-очень хотим. Это наша самая главная мечта, то, чего мы очень-очень сильно хотим. Уровень 5. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. Сейчас мы знаем название этого университета. Какой лучший вуз страны? Это Московский государственный университет. Государственный. Слово государство. Государство. Я напишу. Государство — это страна. Точнее, государство — это политическая организация страны. Мгм. Например, есть государственный гимн. Гимн — это официальная песня государства, государственный гимн. Есть государственный флаг, есть, например, Государственная дума. В России Государственная дума. И этот университет государственный. Какие еще могут быть университеты? Могут быть частные университеты. Частные, частные университеты. Они не принадлежат государству. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. Что будет дальше? Идем вниз. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. И его родители поддерживают его в этом. Поддерживать. Хорошее слово. Поддерживать значит, они согласны, они тоже это хотят. Поддерживать кого-то значит помогать ему в этом. И мальчик готовится к экзаменам, и родители тоже хотят, чтобы у него все получилось. Они говорят: «Хорошо, мы тебя не трогаем, готовься, учись, мы тебя поддерживаем. Мы тоже хотим, чтобы ты поступил». И смотрите, его у нас повторяется 2 раза. Его родители, и они поддерживают его. Здесь эта форма этого местоимения одинаковая. Давайте я немного изменю, и вы увидите, о чем я говорю. И мои, я напишу вот так. И мои родители, мои родители поддерживают меня в этом. Поддерживать меня, но родители мои. То есть здесь это притяжательное местоимение, а здесь обычное личное местоимение. В каких еще случаях у нас будет такое совпадение? У нас будет одинаково. Это его, ее, их, да, его, ее и их. Их родители и поддерживают их. Поехали дальше. Сейчас мы идем еще на уровень сложнее. Уровень 7. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. И его родители поддерживают его в этом. Однако, кажется, что их мечтам не суждено сбыться. Это очень непростая часть, но сейчас мы все разберем. Итак, этот знак — точка с запятой. Вот это точка, это запятая. А этот знак — точка с запятой. Точка с
запятой. Однако кажется, что их мечтам не суждено сбыться. Пам-пам-пам. Что такое? Давайте разбираться. Почему эта часть кажется сложной? Потому что здесь нет субъекта. А где субъект? У нас есть только действие. У нас есть не суждено сбыться. Суждено. Какое-то непонятное слово. Может быть, вы знаете слово судьба. Судьба. Есть такое интересное выражение «не судьба». Мне нравится не судьба. Что же такое судьба? Некоторые люди, кто-то, верит, что у человека есть судьба. Это такие фаталисты. Они думают, что уже известно, что будет в будущем. Например, иногда религии говорят, что есть судьба. У человека есть судьба, то, как он будет жить, что человек не может выбирать сам, что уже есть какой-то закон, что уже где-то написано, что будет у него в жизни. Вот это его судьба. И эта фраза «не судьба» — это значит, что не суждено. Вот это слово. Не суждено. Мы хотели, но это не судьба. Например, вы хотите стать олимпийским чемпионом по гимнастике. И вы хотите, вы пытаетесь, вы стараетесь, вы работаете. Но каждый раз случается что-то, что вы не можете поехать на Олимпиаду. Не знаю, почему у меня такой пример. И тогда вам уже говорят: ну ладно, может быть, не судьба, но ты стараешься, ты очень хочешь. Но вот не получается, ты не можешь. Ты можешь мечтать об этом, но какие-то обстоятельства в жизни просто тебе не дают этого. И сбыться тоже. Сбыться — это про мечты. Мечты сбываются, мечты становятся реальностью, мечты должны сбываться. Как нас учат диснеевские мультфильмы? Мечты должны сбываться. А вот эти мечты, мечты этого школьника и родителей, кажется, не сбудутся. Их мечтам не суждено сбыться. Не судьба. Так, давайте прочтем все полностью. Уровень 8. Осталось еще два уровня. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. И его родители поддерживают его в этом. Однако, кажется, что их мечтам не суждено сбыться, потому что из-за бессонной ночи мальчик чувствовал себя ужасно. Кстати, я не сказала про «однако», тоже хорошее слово. Однако синоним «но». Но кажется, что их мечтам не суждено сбыться. И кажется, когда вы что-то думаете, но вы не уверены. Может быть, да, может быть, нет. Кажется. Это полезная фраза «мне кажется». «Мне кажется» — это значит, что вы не говорите с полной уверенностью. Вы оставляете место для сомнений, что вы можете быть неправы. Ну, сравните. Можно сказать «я ничего не понимаю» или «мне кажется, что я ничего не понимаю». Может быть, я понимаю, но это не точно. Или можно сказать «сегодня ужасная погода» или «мне кажется, сегодня ужасная погода». Во втором случае вы уже не так уверены. Но что с нашим школьником? Что с ним случилось? Кажется, что их мечтам не суждено сбыться. Потому что из-за бессонной ночи, вот смотрите, бессонная ночь, ночь без сна, без сна. Он не спал. Мальчик чувствовал себя ужасно. Чувствовал себя как? Ужасно, очень плохо чувствовал себя. Когда в последний раз вы не спали всю ночь? Если честно, я не могу представить. Мне кажется, это очень тяжело. Может быть, школьник
мальчик, которому 16-17 лет, еще может не спать. Я уже точно не могу не спать. Да, бессонная ночь — это ужасно. И школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. И его родители поддерживают его в этом. Однако, кажется, что их мечтам не суждено сбыться, потому что из-за бессонной ночи мальчик чувствовал себя ужасно. Глаза закрывались, а мозг отказывался решать даже самые простые задачи. Тут у нас два предложения тоже. Глаза что делали? Закрывались. Посмотрите, это у нас несовершенный вид. Совершенный вид был бы: глаза закрылись, а здесь они закрывались. Такой процесс открывания и закрывания. А мозг отказывался решать даже самые простые задачи. Все, мозг говорил: нет, все, я не хочу, я не могу, я отказываюсь это делать, я отказываюсь решать даже самые простые задачи. Я помню, я писала экзамен по математике много-много лет назад, и, ну, у меня была очень плохая оценка. Я не математик. Хотя сейчас, кстати, сейчас я уже лучше понимаю математику, потому что после школы и после университета я решила учить математику самостоятельно. Я решила учить математику сама. И это было очень интересно. Но когда я была в школе, эта математика мне казалась самым скучным предметом. Итак, уровень 10. Наш финальный босс. Самое сложное предложение. Давайте узнаем, чем все закончилось. Повторяйте за мной, чтобы тоже практиковать ваше произношение и чтобы ваш мозг не отказывался говорить длинные предложения на русском языке, длинные предложения по-русски. Все, давайте читать. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. И его родители поддерживают его в этом. Однако, кажется, что их мечтам не суждено сбыться, потому что из-за бессонной ночи мальчик чувствовал себя ужасно. Глаза закрывались, а мозг отказывался решать даже самые простые задачи. Теперь семья надеется, что школьнику разрешат переписать экзамен. Теперь. Синоним к теперь — это сейчас. Сейчас оно есть здесь и сейчас. А теперь есть только в контрасте с тем, что было раньше. Например, что было до этого. Например, раньше я была блондинкой. Теперь я брюнетка. Можно сказать, сейчас я брюнетка. Можно. Или раньше я была актрисой, теперь я врач, теперь я доктор. Было раньше и сейчас. Но нельзя сказать просто без контекста теперь, теперь я врач. Вам нужен контекст, вам нужен контраст. Семья надеется. Да, надежда умирает последней. Надежда — это когда вы верите, что будет что-то хорошее. Надежда умирает последней. Даже когда все ужасно, все очень плохо, всегда есть надежда. Всегда вы ждете, всегда вы думаете, что еще есть шанс. Шанс есть. И семья тоже надеется, что школьнику, что нашему мальчику разрешат переписать экзамен. Разрешат. У нас было слово «выпускать», «выпускной», и мы говорили, что выпускать — это разрешать кому-то уходить, разрешать из комнаты или из здания, или откуда-то. И вот разрешать — это сказать: «Хорошо, ты можешь это делать». Один человек говорит: «Хорошо, ты можешь это делать, мы разрешаем». И вот здесь семья надеется, что
ему, мальчику, разрешат переписать экзамен. Это может быть администрация школы или экзаменатор. Разрешат переписать. Префикс «пере» значит сделать что-то заново, сделать что-то снова, сделать что-то опять. Ну, например, ты написал экзамен один раз, ты хочешь его переписать. Потом ты прочитал книгу один раз, теперь ты хочешь ее перечитать, прочитать ее еще раз. Другое значение у этого префикса — это, например, через. Да. Например, перепрыгнуть через что-то. Или слово переехать — это из одной точки в другую. Ну, например, вы видите, что я переехала. Я сейчас в новой квартире. Я переехала. Я была в одной квартире, сейчас я в другой. Ну что, вы готовы прочитать сначала уровень 1, а потом прочитать снова уровень 10. Перечитать. Поехали. Уровень 1. Школьник всю ночь готовился к экзамену. Уровень 10. Школьник всю ночь, не смыкая глаз, готовился к выпускному экзамену по математике, потому что он мечтает поступить в Московский государственный университет, лучший вуз страны. И его родители поддерживают его в этом. Однако кажется, что их мечтам не суждено сбыться, потому что из-за бессонной ночи мальчик чувствовал себя ужасно. Глаза закрывались, а мозг отказывался решать даже самые простые задачи. Теперь семья надеется, что школьнику разрешат переписать экзамен. Друзья, я вас поздравляю. Это было очень сложное предложение. И похвалите, пожалуйста, себя. Вы как этот школьник. Вы очень хорошо учитесь. Скажите себе спасибо, что вы позанимались русским языком. И я жду вас в наших новых видео. Подписывайтесь, не забудьте про лайк и пока-пока.